В Москве 26 мая открылась выставка Bauma Russia. В 2020 году выставка из-за коронавирусных ограничений не проводилась, поэтому ожидалось, что в этом году выставка будет гораздо интереснее. Увы, этого не случилось. Техники было даже меньше, чем в самом неудачном для Bauma 2019 году. Одна из причин – потеря интереса к массовым публичным мероприятиям со стороны производителей. Дорого и малоэффективно. Потому что рынок уже поделен, налажены устойчивые связи между заводами и закупщиками, новым брендам практически невозможно пролезть. Во-вторых, Россия сейчас находится далеко позади в плане производства строительной техники. Что мы можем вспомнить из числа производимых в России тяжелых строительных машин? Только тракторы Кировец и ЧТЗ, автомобили КАМАЗ, Урал и автомобильный кран Ивановец. И все. Даже белорусы со своими гигантскими БелАЗами, тракторами Беларус и МАЗами опережают в этом плане Россию. И это не говоря уже о западных и восточноазиатских странах, где разнообразие марок и моделей поражает воображение. Раз мы сами не производим уникальное оборудование, то почему к нам не едут иностранные компании со своей техникой? Почему у нас нет таких невероятных выставок, как в Мюнхене или Шанхае? Выставки на территории Германии пользуются невероятным успехом. Это не просто выставки, это превосходные шоу, на котором производители тяжелой строительной техники демонстрируют свои новейшие разработки. Германия изначально позиционирует себя как открытая страна, именно в плане таких мероприятий. А как Россия выглядит на их фоне со своими вечными санкциями и претензиями? Зарубежные выставки гораздо более доступны для посетителей, потому что туда гораздо проще приехать, чем в Россию. Допустим, жителям европейских стран даже визы не надо для этого делать. Да и организовывать подобные шоу у нас так и не научились. Показывать специальную строительную технику с новыми возможностями вроде как некому и незачем. В большинстве случаев закупается все самое дешевое. Закупки осуществляются госкомпаниями или работающими на госконтрактах. Коммерческих закупок стало гораздо меньше, и они весьма чувствительны к стоимости оборудования. Поэтому в основном на выставке присутствовали местные производители и китайцы, которых, кстати, тоже стало значительно меньше. Качество и разнообразие отраслевых выставок – это своего рода индикатор, демонстрирующий, что происходит в отрасли и экономике в целом. А вы были на последней выставке? Поделитесь в комментариях своим мнением.